Привет, друзья! Битру, Always Wanna Fly, и это второй день Старладера в Минске. И последний. Да, для команды Team Spirit он закончился не очень хорошо, скажем так. И на самом деле у меня лично были большие ожидания насчет вас на этом турнире, потому что вот пару дней назад закончились квалы на мейджор, и вы выступили, я бы сказала, не совсем вот уверенно, но довольно хорошо. И как бы я думала тоже, по крайней мере, в плей-офф вы попадете. Так что вообще, что пошло не так? Ну, изначально все пошло не так. Нас LGD переиграли вообще в салат. Не всех переиграли как бы, да, практически. В общем, у нас была такая история, у нас есть там два ОП-героя, например. И обычно на мейджор-квалах одного из них банили или вообще двоих банили. А то там и того отдавали. А можешь сказать, каких? Потому что я не помню. Инвокер, ОД приблизительно так было. Ну, я точно не скажу, но да, был инвокер и ОД в пуле. И Артур говорит, хочу ОД. Кто-то еще говорит, давайте инвокера. В итоге там что-то или 3-2, или 4-1, или 2-2-1. И тот сказал, хорошо. В итоге мы взяли инвокера и похавали с ним. А по итогу мы так подумали, что ОД там был бы получше. Ну, не суть. И просто как команда мы плохо играли. Это прям как после Нового года мы пришли и проигрывали всем вообще подряд. Любое КВ, любую официалку мы проигрывали всем. Но мейджоры, извини. Нет, так мы подготовились к мейджору. Там вот мы 3 числа начали играть или 2, и прям вообще не шло. И вот к мейджору, он 7 начался или 8, мы уже более-менее набрали форму. Мы там у Веги КВ выиграли и уже почувствовали, что можем играть. А тут что-то совсем все плохо было. Слушай, может, не подводила именно молодых игроков, вот там какие-то нервишки или что-то такое, или вообще дело не в этом? Ну, тут даже не в нервишках дело, а, можно сказать, первый лан у ребят. Можно на это сделать оправдание. Ну, в общем, не знаю, пусть будет первый лан. Вот так. Ну, тем не менее, вот вы собрались в декабре, если я не ошибаюсь, Ну да. и стартанули, довольно уверенно так. Ну, когда ты стартуешь довольно уверенно, потом приезжаешь на лан и отлетаешь 1-4 в группе и уже меняешь билеты домой, то уже как-то так, не очень уверенно. Ну, вот для этого нужно много играть. Сейчас приедем домой, билеты поменяем и начнем тренироваться. У вас впереди мейджор, МДЛ Китай МДЛ. и мейджор Китай. Окей. Хорошо. Как получилось так, что вы взяли молодых игроков? Ну вот Богдан, он довольно, там молодой, ему лет 18-17. Рамзес вообще 15 лет. 18, 16, 18, вот так. Вот. И вообще, как тебе играть? Ну, ты опытен в этих делах, там, с Алохой, с этими ребятами Да, играл? я пришел после инта, приехал домой, в Нави не взяли, думаю, соберу какой-то микс, собрал микс, знал, что есть Айсберг с Киева, я давно с ним знаком. Взял его, потом дисбанднулись, я хотел играть с Айсбергом, взяли Габлака, и потом я знал, что есть Рома Рамзес, и потом я узнал, что он играет на кэрри. Написал ему, он согласился, потом стал вопрос оффлейнера, Рома говорит, есть Вася, взяли Васю и начали играть. Вот в 2 словах рассказал. Ты сказал, что тебя в Нави не взяли. Да. Я помню, что ты играл с Тандином, ты рассматривался. Сразу после инта не взяли, они взяли кого-то там, я не помню. А потом я тестился где-то неделю-полторы. Вот. Ну, там уже не суть, кто кому не подошел. Просто я хотел атмосферу, вот как у меня была с Айсбергом. Я хотел, чтобы 5 человек таких было. А какая? Дружеская. Дружеская, чтобы всех друг друга подбадривали, не флеймили никогда и указывали на ошибки правильно, то есть в правильной форме. А не говорить, типа, ты там не узнал ВКБ, ты проиграл нам игру, все. Ну, понятно. Все с кислыми лицами сидят. Вот так. Поэтому сейчас у нас более-менее атмосфера. А вот с Габлаком как? Я просто слышала там от некоторых игроков, что с ним довольно сложновато, потому что он как-то упертый в свою линию. Вообще Не как? сложновато с ним, если знать, как с ним играть, и знать, какой он человек. Я с ним играл лет 5 назад еще в ДТС в составе с Фаником, Джакалом и Андрюшей. Да, я помню. Ну вот, я уже тогда знал, как нужно играть с ним. Типа, на самом деле, с одной стороны, с ним очень сложно, с другой стороны, очень просто, если ты понимаешь, что происходит. Так что нам комфортно сейчас играть. Хорошо, окей. Про современную мету. Вообще, ждал ли ты выхода нового патча? Все знали, что будет патч. Никто не знал, Не, я каким имею в он будет. виду, ты вот был в предвкушении, ты вот хотелось. Нет, я на самом деле не любитель новых патчей, перемен каких-то.
Но этот патч более-менее нормальный, он сбалансирован. Сбалансирован. Ну, более-менее, да. Ну, всегда будет какая-то там имба или ОП-герой в любом патче. Вот. И даже в первой доте там всегда было что-то ОП. То есть на 100% сбалансировать не получится. Но в целом патч неплохой. Нормальный такой. А как тебе нравится вообще возвращение в метод Деспрофитки какой-нибудь? Void, которого вообще не было вот последние, не знаю, сколько времени? Ну, Void специфический герой сейчас стал. Его только в оффлейн брать, на кэрри ты его не возьмешь особо. Хотя ВП брали, но я полностью игру не смотрел. ДП мне всегда нравилась с первой доты еще, и во второй она была крутая. Сейчас опять ее вернули, тоже неплохо. Апсид очень порадовал, а инвокер раздражает теперь в каждом пабе стороны. Ну, говорю, в принципе, играбельный такой, хороший. А новая руна, вот Аркан руна? Аркана, она да, имба. Особенно там для Зевса какого-то, очень классно. Линза, тоже, мне кажется, это такой артефакт. Да, линза хорошая, Драгонланс тоже на некоторых, вот на Инчу, Драгонланс Аганим, там 1000 рейнджей. Да. Хорошие, да, айтемы. Ну, добавляют новые сфрог, но ну, они более-менее нормальные, то есть они не супер имба. Так что прикольно, что-то меняется. А тебе Весь нравился сеть. патч с троллем? Я не помню, предыдущий он. А был. я 7К апнул на патче с троллем. Но я брал клока, приходил к нему и там убивал его. Тролля и Джаггера. Дело в том, что я, по-моему, тоже апнула ПТС на тролле, потому что берешь Бейна, ну, которому все равно там... Но я ни разу их не брал, типа, но я помню, да, этот патч. Как? Это ж его китайцы вроде вели, этого Джаггера. Тролля европейцы, ну, который плюсы качал, крит в один и Мэднес Да. с топором и ходил в соло, Рошан убивал. Ну, а что ты вспомнил про этот патч? Ну, я не знаю, почему-то... знаешь почему? Потому что он вообще сейчас выпал из меты, тролль, его вообще не пикают. Тролль, да. Ну, он ослаб, его ж там понерфили. И, ну, когда нерфят героев, ты вроде смотришь, оно не сильно, а потом один раз играешь, понимаешь, что он вообще ничего не может. Он может, когда у него будет 5 слотов, а это уже не котируется, и перестаешь брать, продать. Ты олдскульный игрок, и как ты относишься вообще к скриптам, к такому упрощению доты? Я не знаю, я их не юзаю. Ну, там НС вроде показывал на Мипа, на Тинкера, что ты одной кнопкой можешь делать ТП Rocket Blink или что-то такое. Ну, пока это разрешено, это нормально. Типа, я от этого не горю, мне, в принципе, все равно. Можно и без скриптов играть. Когда Valve скажут, что сори нельзя, будет сори нельзя. Так же, как было с радиусом XP. Раньше Да, показывалось. ставили, да, просто круг показывался, ты становился куда-то на оффлейнере или где-то там и просто чаял экспо. Да, ну вот убрали, может и скрипты уберут. Ну хорошо, тогда чуть-чуть по-другому я перефразирую вопрос. Как ты относишься к постепенному упрощению игры? Ну, я всегда негативно относился, потому что, ну, в первой доте было все сложно, и ты там не мог собирать 2 орб-эффекта, например, и так далее. В доте 2 можно все абсолютно. И куча гайдов, и спаунбоксы, и... Но это сделали, чтобы больше людей играло. Да. Вот. Я не особо это приветствую, но как есть уже, ничего не изменишь. Окей. Ладно, опять вернусь к Старладеру. Вообще, что думаешь, кто, ну, не знаю, кто победит, кто вообще сейчас сильнейший? Или группы и так показали уже? Ну, LGD было понятно, что они очень сильные будут. Альянсы удивили. Ну, вот сегодня они вышли из группы, у них 3 вина. И... Ликвиды. Я не думал, что они прям 3-0 вчера отыграли. И сейчас у них игра Сфинкс, по-моему. По идее, должны там забирать ее. С Virtus.pro. Да, и с Virtus.pro. Ну, то есть 4 вина у них будет, первое место уже. То есть они в полуфинале. Ликвид очень сильно порадовали. Удивили, вернее. А еще кто? Кто там еще? Secret, Wings, ВП. Ну ВП. Мне ВП всегда очень было интересно посмотреть. Вот как раз сейчас пойду посмотрю реплеи. Реплей, хорошо. Ладненько, спасибо тебе за интервью. Вам я желаю продуктивного труда, потому что у вас впереди 2 больших ивента, и, надеюсь, покажете себя. Так Спасибо. Что, да. Ребят, спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, ставьте положительные комментарии, пишите, какой флайняшка. И до скорых встреч. Пока. Пока.